Я специально изучал турецкую армию, специально изучал именно турецкое общество. И как раз когда был на Кавказе, был очередной военный переворот, 1971 год. Значит, 3 переворота были настоящие военные, с жертвой, с уничтожением президента, премьер-министра, арестом всех, так сказать, видных деятелей. 2 года они у власти находились, военные турецкие, потом передавали гражданским, выборы и защищали общество. Последний был самый мягкий. Нажметин Эрбакан — это учитель Эрдогана. В 1997 году его просто в Генштаб пригласили, говорит: иди сюда, Нажметин, давай уходи, иначе мы тебя уничтожим. Он спокойно ушел и как бы сидел под домашним арестом. Ну, прошло 20 лет, и в 2012 году, в 2011 Эрдоган защищает армию. Он знает, он боится. Поэтому это вот уже помешало удаче военного переворота, потому что мощная зачистка была. Как у нас, помните, Рус сел, министра обороны убрали, Генштаб, там сотни полковников полетели в голову. Поэтому здесь зачистка армии и ошибка их. То есть все турецкие военные перевороты 4 раза генералы делали, верхушка, начальник Генштаба, министр обороны, вся верхушка, и всех арестовывали. Сейчас среднее звено, полковники и подполковники, а генералы против. Генералы поставил Эрдоган, но обстановка против него. То есть турецкая молодежь, интеллигенция, журналисты не хотят исламизации, а она идет. Никто не хочет пантюркизма, значит, завоевывать Кавказ, Среднюю Азию, вплоть до Алтая. Они этого не хотят. С Сирией война, не хотят. С Арменией, с Грецией, Болгарией всегда были напряженные отношения. С Россией испортили. Все военные перевороты с Турцией были, когда с Россией были великолепные отношения. А тут сбил самолет. С начала войны практически. Вот сейчас только чуть-чуть началось улучшение. Эрдоган создал там свою эрдогановскую партноменклатуру. Кто вышел на улицы ночью? Это члены его партии. Она многочисленная. Завтра пускай у нас призовут выйти на улицы в поддержку правительства. Выйдут члены Единой России. Больше никто не выйдет. Никто не выйдет. Поэтому это вышли члены, так сказать, партии Эрдогана, но это не значит, что народ поддержал. Народ с удовольствием поддержал бы успешный военный переворот. Они ждали этого, хотели. Все волнения в Стамбуле, площадь Таксим, там вырубали парк, какие-то еще события. Люди, Турция хочет, чтобы военные навели порядок. И ушли. У турецких военных хорошая традиция. Они не остаются у власти. Как только они всех посадили, жуликов, коррупционеров, они тут же власть передают гражданским. В этом смысле это не Пиночет, который до смерти там сидел и сажал, расстреливал. Поэтому подождем. Через год, через 2 все равно турецкие военные власть возьмут.